Добрый день! Сегодня вместе с вами мы будем шить детский чепчик. Ссылка на выкройку будет в описании к данному видео. По данной выкройке я шила уже много чепчиков. Вот один из них я вам показываю. Этот чепчик шит изо льна. И сбоку вышита буковка. Это первая буква в имени девочки, для которой я шила данный чепчик. Как видите, он двухслойный и двухсторонний. Его можно носить на обе стороны. И можно сделать разноцветным. С одной стороны одним цветом, с другим другой. Данный же чепчик мы будем шить из конопляной ткани. Итак, по выкройке мы заготовили 2 детали донышка. На детали не забываем переносить метки для складок. И 2 боковые детали. Они кроются как одна деталь со сгибом, но их делаем 2 штуки. Далее по косой выкраиваем биечку шириной 3 см, а длина у нее 78 см. И для рюш я раскроила полоску шириной 7 см, длина также что-то 70-80 см, и я ее сложила вдвое и прогладила. Теперь по открытым срезам нашей полоски для рюш мы прокладываем строчку на швейной машинке с максимальной шириной стежка. После чего вытаскиваем заднюю нитку, при этом наши рюши насбариваем. Вот я вам показываю, как я насборила данную рюшу. Видите? Теперь берем боковую деталь. Вот этот ровный край, он идет к переду, а тот, который слегка закругляется, это пойдет к заду. И наша рюша должна быть досборена до длины вот этого ровного переднего края. Теперь берем ее, рюшу, то есть, и прикалываем к этому краю. В дальнейшем, разумеется, лучше всего, конечно, приметать. Не доходя до края 1 см, то есть припуск на шов, мы закругляем конец нашей рюши. Как видите, я его отвожу в сторону и закругляю. То же самое сделаем и с другой стороны. Вот я приметала рюшу, и теперь будем ее пришивать на машинке. Теперь торчащие концы рюш отрезаем.
Теперь будем соединять боковую деталь с донышком. Для этого на донышке находим середину, также находим середину на боковой части. Совмещаем эти меточки и также равномерно скалываем боковую часть с донышком вот по этой вот окружности, как сказать, полукругу. Скалываем их лицевыми сторонами друг к другу. Посмотрите, я также сшила и внутреннюю часть чепчика. Теперь посмотрите, их необходимо сравнять. Для этого вкладываем внутреннюю сторону в лицевую сторону, изнаночными сторонами друг к другу. По шву их равномерно прикалываем друг к другу, совмещая вот этот вот задний шов. В дальнейшем также иголочками совмещаем максимально близко и смотрим, что получилось. Всегда внутренняя сторона оказывается чуть-чуть длиннее, именно потому, что она внутри. И вот эти излишки внутренней стороны мы будем подрезать, чтобы шапочка у нас максимально прилегала к голове. Теперь разбираем нашу конструкцию и складываем наши части чепчика уже лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем их по переднему срезу. При этом рюша наша оказывается внутри, между двумя слоями чепчиков. Скалываем их между собой, а потом, разумеется, сшиваем.
Припуск на шов можно слегка подрезать. Выворачиваем шапочку на лицевую сторону. Теперь будем сметывать оба слоя чепчика по низу. Не забываем закладывать складки. Косую бейку я сложила и прогладила в 4 сложения. Находим на ней середину. Этой меточкой прикладываем к изнаночной стороне, то есть к внутренней стороне середины чепчика. И в дальнейшем распределяем равномерно беечку по шапочке. Скалываем иголочками, а теперь будем прошивать вот по этой вот внутренней складочке. Как видите, по краям остаются висеть свободные концы бейки. Они будут завязками. Припуск на шов можно слегка подрезать. Теперь складываем бейку таким образом. Завязки, как и были, складываем их в 4 сложения. При этом свободный конец завязки подгибаем внутрь. А со стороны чепчика отгибаем беечку на лицевую сторону, перекрываем ею предыдущий шов. В таком положении сметываем и в дальнейшем будем сшивать. Строчка должна идти по краю и лицевой, и изнаночной стороны, поэтому не торопимся, шьем максимально аккуратно.
Нам осталось только вытащить наметку. И наш чепчик с рюшами готов. Еще раз вам показываю, какой красивый аккуратный шов у нас по беечке получился. Все швы у нас получились очень красивыми и аккуратными, поэтому данный чепчик можно носить как на одну сторону, так и на другую. А если вы его сошьете из разных материалов, то у вас будет сразу два чепчика. Сегодня один, завтра другой. По вкусу и под разную одежду. А на этом все. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.